Опа, домик такой неплохой, можно загриферить. Что это такое? What the fuck? Что за... Фу. Нет, нет. Насрал я на этот дом, конченый. Всем привет, дорогие друзья, с вами Lexers. И как вы поняли по названию видео, сегодня мы будем делать сигнализацию в Майнкрафте. На самом деле, ее можно сделать только на версии 1.11.2 или .1. Работает она таким образом. Вот так. Ну, можно ее прекратить, если закрыть дверь. Вот этот механизм, на самом деле он очень легкий. И давайте повторим. Вот все, что нам понадобится. Сразу возьмем. Так, ну, во-первых, я хочу сказать, что в принципе от него пользы никакой нет. Именно в Майнкрафте. Потому что, ну, во-первых, никто к вам в дом не войдет, если вы играете в одиночной игре. И тем более ваша сигнализация ничего ему не сделает. Так, почему на 1.11.2? Потому что есть такой там замечательный блок, наблюдатель. Практически никто не знает, что он делает. Я тоже не знал, кстати. Я узнал только... Ё-моё, почему не ставится? Может так? Смешно. Очень смешно. Я узнала это только когда полистала на Гугле и придумал с ним какую-то штуку. Так, вот сейчас можно просто сделать вход, коридорчик такой. Именно вот так. Дверь поставить. Ой, не так. Блин, она не ставится почему-то. А если так? Блин. Как я обожаю эти двери. Так, ребята, спустя несколько лет пота я и сделала эту дверь, чтобы она открылась в эту сторону. Ну, почему именно в эту? Ну, чтобы, во-первых, был незаметен наш наблюдатель, а тоже, чтобы не портил интерьер. Так, закроем, и его не видно будет за дверью. Ну, а если закрыть дверь, его вообще не видно. Так, сейчас можно... Я вам расскажу, что делает этот наблюдатель. Если перед ним поставить какой-нибудь блок, например, дверь или обычную шерсть, и ее сломать, тогда он подаст сигнал вот этой штукой. Вот, например, сюда redstone поставить, и он загорится. Ну, только на несколько, нет, не на несколько, даже на 1 секунду, если не меньше. Вот. Вот. Ну, а если дверь, то он будет реагировать на ее открывание. Сейчас там redstone. Я его убрал. Redstone там, короче, погорел, и все. Так, ну, в общем-то, вот что это из себя представляет, но, ребята, это я сделал только сам механизм. Вы можете достроить вот тут вот коридор, который будет выходить вот сюда в комнату, вот так вот. Ну, то есть все понятно, да? Так, ну, в принципе, можно достроить. Так, для этого нам понадобится redstone и повторители с плотными блоками. Так, сейчас нужно сделать вот так вот. Вроде бы, да. Так. Сделаем замыкание. Один в эту сторону, другой в ту. И еще 2 кусочка. Все, у нас таким образом будет создаваться замыкание. Ребята, я сейчас скажу минусы этого механизма. Первый минус — это то, что его нужно перезаряжать после первого применения. Так, ну вот, в принципе, они расставлены, и ставим нотные блоки. Так, а теперь я вам объясню, как их нужно ставить, если вы хотите получить какой-то именно звук. Если вы хотите получить звук глухой, вот такой, то нужно просто наш нотный блок поставить на любую поверхность, практически. Просто песчаник, например. Он будет такой. Если вы хотите вот такой, то нужно, как вы видите, просто так вот. А этот не будет работать вообще. Вот, и он будет так вот работать.
А если вы хотите вот такой, тогда нужно под ним ничего не ставить. Вот. Ну, в принципе, приступим обратно к нашему механизму. И таким образом вы можете комбинировать разные вещи. Ну, вот, например, можно сделать так. Ой. Ладно, я покажу. Признаю. Вот так вот, и будет два звука вот такие. Ну, в принципе, вы поняли. Я, наверное, буду вот так вот сделать. Потом опять вот так вот. Потом опять вот так вот. И вот так вот. Ну, в принципе, все. Наш механизм готов. Осталось только что-то сделать тут. Ну вот, в общем и все. Закончился наш механик, вторая часть. Вы можете это все сделать крышей. Или как-то декорировать. Еще раз повторюсь, минус, его нужно все время перезагружать. Смотрите, как он будет работать. Открывается дверь. И не работает. Выдается сигнал. Сигнал выдает наш наблюдатель. Наблюдатель подает наш сигнал. То есть наоборот. Наш наблюдатель подает сигнал, который идет сюда, делает замыкание. От замыкания работают вот эти нотный блок. Ну вот, в общем-то, все, вот как он работает. Ну вот, в общем, и закончился наш механик. Надеюсь, что я вам помог. Не знаю, как помог. Может быть, если вы какую-то карту строите, там, например, на которой нужно играть с друзьями, где кто-то коп, а кто-то преступник, ему нужно сбежать, можно поставить такую сигнализацию, никто не сбежит. Наверное. Ну ладно, в общем-то, закончился у нас механик. Всем удачи, всем пока.